Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду рассказывать, сегодня такая тема у меня любопытная, как мне кажется. Я никогда не угадываю, какое видео получит отклик, а какое нет. Но сегодня у меня тема «Мама как еда». Никакого каннибализма. Но прежде чем я начну рассказывать о том, почему мама воспринимается как еда, ой, какой-то ужас сказала, но не важно. Прежде чем я начну рассказывать, я, как всегда, вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать и помочь каналу таким образом получить большую аудиторию, чтобы больше людей с расстройством пищевого поведения могли находить эти видео и получать помощь через видео. Так вот, мама как еда. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда ребенок рождается, не только человек, любое млекопитающее, когда ребенок рождается, первое, что он делает, это находит сосок. Котята делают так, щенки делают так, ежи делают так, все делают так. И когда ребенок рождается, его сразу кладут маме на грудь и прикладывают к груди. И в этом смысле мама и еда приходят в жизнь ребенка одновременно. Одновременно. Мама равно еда, еда равно мама. Мама – это кто-то, кто кормит. Мама – это кто-то, кто первое, что дает. Мама дает еду, мама дает потом тепло, и потом мама дает защиту. Но еда – это первое, что дает мама. И дело даже не в том, как родились именно вот вы конкретно, прикладывали вас к груди или не прикладывали вас к груди. Это миллионы лет эволюции работают так. Просто миллионы лет. Ребенок рождается уже с сосательным рефлексом, потому что это первое, что он должен получить. И в каком-то смысле в нашем сознании мама и еда сливаются. Мама выражает свою заботу через то, что кормит ребенка. Мама выражает свою любовь через то, что она кормит ребенка. Причем мама начинает кормить с первого дня рождения ребенка и продолжает кормить еще какие-то годы. То есть мама – это источник еды. Вот так вот. И в чем здесь проблема? Проблема в том, что у некоторых людей возникает вот это слияние мама-еда, еда-мама. И возникает это слияние, разумеется, не на уровне разума. Оно происходит где-то на уровне бессознательного, когда эти два явления словно объединяются друг с другом. И еда становится символом мамы и всего материнского. Еда – это то, что приходит от нее. Особенно если других вещей приходит мало. То есть еда приходит, а тепло и защита приходят меньше. И тогда еда как бы становится таким символическим воплощением матери. Что здесь важно? Как бы есть и есть. Это есть всегда и есть у всех. Что здесь важно? Важно то, что если отношения с матерью нарушены, как говорят психологи, если они нездоровые, очень часто и всегда у людей с РПП нарушаются отношения с едой. Потому что, как я уже сказала, еда – это символ матери. Потому что еда, опять же повторюсь сама себя, это то, что мать дает в первую очередь. Так вот, как могут нарушаться отношения с едой как могут нарушаться отношения с матерью через нарушение, как они могут выражаться через нарушение отношения к еде? Объясняю. У анорексиков, например, отношение к матери достаточно однозначно. Анорексики отторгают мать.
они отказываются от еды, как будто отказываются от матери. Они готовы принимать свою мать, но понемногу, когда они согласны и на особых условиях. Только на особых условиях. Именно поэтому анорексики, как правило, когда они начинают есть, они предпочитают есть в присутствии матери. Ни отца, ни брата, ни сесры. Им проще очень часто есть в присутствии матери. Или наоборот. Они не могут есть в присутствии матери. Они должны есть в одиночестве, когда они совсем не готовы ее принимать. Почему анорексики не готовы принимать мать, маму? Потому что у анорексиков отношения с мамой часто нарушены именно через то, что мама либо отсутствующая, либо очень тревожная, либо захваливающая такая, знаешь. Ты, знаете, такая, ты замечательный, ты хороший, ты такой чудесный, ты всего добьешься, ты молодец. И ребенок просто, ну все, ему просто вот, ну он не может. Он не может, он не хочет этого ничего, он отказывается от этого всего. Ребенок может так отторгать мать, отвергать, если он осуждает какое-то ее поведение. Например, она не уходит от отца, от которого надо было бы уйти. Ребенок не согласен с этим. Или она делает еще что-то не то. Ребенок не согласен с этим. И тогда тоже может развиваться вот этот отказ. Отказ. Когда сама мама отказывается от ребенка, в том смысле, что, ну вот как я сказала, она отсутствующая, она просто холодная, она тяготится материнством. Вот она как бы вот, ну как бы она выполняет все свои обязанности, ну вот так как-то, ой, ну ладно, кормить тебя, ну ладно, ой, опять ты, ну хорошо. И тогда тоже некоторые дети такие с характером, они говорят, нет, все, раз так, не надо мне ничего от тебя, мне ничего от тебя не надо. И уходят в анорексию. И дальше начинается торговля с матерью. Анорексия – это всегда торговля с матерью. Ладно, я съем, но на таких условиях. Или я вообще не буду есть. Сделайте вот это, и тогда я, так уж и быть, поем. И родители, которые начинают там давить, уговаривать, тоже как-то торговаться, отбирать телефон, выдавать телефон. И начинается вот эта борьба между ребенком или подростком, больным анорексией и, как правило, матерью. Там еще могут другие родственники участвовать, отец, но, как правило, это мать. И вот эти кто кого победит. И у анорексика всегда очень много гнева на мать, сдерживаемого, разворачиваемого на самого себя. Но это гнев на маму за то, что мама что-то делает не так, по мнению этого ребенка. И это всегда такая сильнейшая конфронтация, которая проявляется или не проявляется. И даже если ребенок с анорексией как бы демонстрирует, что ему очень-очень нужна эта мамина любовь и забота, это все равно любовь по принципу «люби меня на моих условиях». Тогда, когда мне это нужно, так, как мне это нужно. А когда я скажу «все, уйди», ты, пожалуйста, возьми и уйди. Если говорить о булимиках, то у булимиков очень амбивалентные, то есть двойственные отношения с матерями. Потому что булимики – это, как правило, люди из семей, где существует условная любовь, так называемая, где их критикуют и все время говорят «я буду тебя любить, если…». Я буду тебя любить, если ты будешь такая. Я буду тебя любить, если ты сделаешь то-то и то-то. Я буду тебя любить, если ты как следует постараешься. И вот эти дети, растущие в таких семьях, они понимают, что их могут любить. Им как бы обещают, что их будут любить. Но за выполнение каких-то условий, которых они выполнить не могут, потому что они не могут стать другим человеком, и условия эти всегда такие немного нереалистичны. Ты эгоистка, перестань быть эгоисткой, и тогда мы будем тебя любить. И ребенок думает, а как это? Ну, в смысле эгоистка? А что я сделала? А как мне надо было поступить? И это всегда так сложно, это вызывает кучу переживаний. И у булимиков отношение к маме двойственное. Они хотят этой любви,
и не могут ее принимать, и отторгают ее одновременно, потому что эта любовь болезненная. Вам от нее плохо. Поэтому булимик ест и рвет, потому что он хочет слиться с мамой, он хочет принять маму, но не может. И вот это двойственное отношение к матери, собственно, и выражается вот в этом поведении, вот в этом поведении, связанном с едой. Я хочу ее много, я хочу ее как можно больше, но я не могу быть с ней. Это выше моих сил, это слишком для меня. Поэтому еда и рвота или любые другие способы компенсации, очищения, чтобы эта любовь материнская, то есть еда, она никак на мне не сказалась, она не навредила мне, потому что она может мне навредить. А что касается людей с компульсивным перееданием, то там другая история. Это, как правило, люди из семей, где им в принципе не давали любви. В принципе не давали. И они ее очень хотят. И поэтому им надо этого много-много. Много-много любви. И они вообще не хотят от этого избавляться. Они хотят слиться с мамой. Они хотят ее принять. Они хотят ее больше. Но избавляться от этого они не хотят вовсе. И они не хотят, чтобы еда исчезла. Они не хотят, чтобы ее не было. Они хотят, чтобы она была, чтобы ее было много, чтобы она была нежная, чтобы она была вкусная, чтобы она придавала мне это ощущение любви. Вот это компульсивное переедание. Вот это то, что я вам рассказала, о связи отношений с едой и отношений с матерью, нельзя сказать, что абсолютно во всех подходах РПП рассматриваются вот так. Нельзя сказать, потому что это больше, наверное, аналитический подход. Вот это больше к ним. А в других подходах РПП, например, вот как в таких очень классических КПТ, в антидиетическом подходе, там вообще все просто. У тебя РПП, потому что ты сидишь на диете. Перестань сидеть на диете, и не будет у тебя РПП. Вот. Аналитики посложнее мыслят. В этом смысле только. Ничего не хочу сказать плохого про КПТ. Сама использую техники оттуда. Так вот. И не всегда это мама. И иногда это папа, а иногда это сверстники. Понятно, что это не всегда так работает. У кого-то вообще не было мамы, и при этом развивается, например, анорексия или булимия. Но тем не менее существует вот такая теория. И вы можете посмотреть на свои отношения с матерью и подумать, а может быть дело в этом? Что делать? Если вы считаете, что ваше РПП именно вот такое, оно перекликается с вашим отношением к матери, то делать что? Разбираться с отношениями с мамой. Разбираться не значит налаживать отношения. Иногда их невозможно наладить. Иногда их нужно прекратить. Иногда их нужно сократить. А иногда их можно наладить. Очень зависит от конкретной мамы и от конкретной ситуации. Но разбираться, чтобы не было вот этой запутанности, когда мама, еда, и все это так перепутано у меня в сознании, что я вообще не понимаю, где заканчивается одно и начинается другое. И я вообще не понимаю, что я делаю и почему, и что со мной происходит. Разбираться в отношениях с матерью, чтобы появилась определенность. И отделять маму от еды. Еда – это не мама. Еда не будет вас любить. Еда не будет вас обнимать. Еда не будет вас критиковать. И еда не будет вас отвергать. Потому что еда – это еда. И все. Это ничего больше. У нее больше нет никаких дополнительных смыслов. А мать – это мать. И если там что-то не то, с этим нужно что-то делать. Вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать о маме как о еде. Хотя название жутковато. Может, надо его поменять, подумаю.
Вот. А на этом, собственно, все. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них в описании к видео, как обычно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там чуть-чуть больше контента. И если я вам нужна, ищите меня, пишите мне в социальных сетях. Пока!